Затонувшие корабли, которые видны сквозь толщу воды. Всего, по расчетам историков и океанографов, на морском дне покоятся останки, как минимум, миллиона кораблей всех эпох. Большинство утопленников нашло свой конец под бездной вышних вод, вдали от солнечных лучей и бушующих сверху бурь. Тем не менее, редкие счастливцы успели затонуть на мелководье. Они лежат мертвым пятном в бирюзовом сиянии глубины, напоминая нам о всесилии океана. Словно призраки из параллельного мира, они погрузились в небытие и теперь пугают случайных свидетелей из глубины. В часы отлива они подступают к самой поверхности, там, где нога неосторожного пловца может задеть ржавый и слизкий борт мертвеца. Для доступа к таким объектам не нужны акваланги и другое специальное снаряжение. Достаточно просто проплыть над ними, чтобы узреть силуэты затонувших кораблей. Риф Тангалума, кладбище кораблей Моритон, Австралия. Многие путешественники, посещающие один из самых красивых континентов, Австралию, обязательно стараются побывать и на знаменитом острове Моритон, который является третьим по величине песчаным островом в мире. Посмотреть здесь есть на что. Национальный парк острова Моритон удивляет туристов разнообразием флоры и фауны. Для источников и археологов эта местность интересна найденными здесь стояками первобытных людей, а вот дайверы всего мира съезжаются сюда ради подводного плавания возле искусственного рифа Тангалума Рекс. Слава о невероятном рифе из останков затонувших кораблей уже давно разошлась далеко за пределы острова. В 1963 году здесь были специально посажены на мель 15 судов, среди которых были баржи, землечерпалка и старые плоскодонные лодки. Первым был корабль Мэрибора, а несколько позже к нему присоединились и остальные списанные суда. А началось все с требования местных владельцев лодок создать искусственный порт для безопасной стоянки на якоре у побережья. Старые габаритные суда, затопленные у берега Моритона, образовали своеобразный волнорез, который защищает более мелкие плавсредства от океанских штормов и бурь. Следует также сказать, что кроме своей практической функции по защите лодок от волн и рифов из затонувших кораблей исполняет и еще одну, не менее важную роль. Сегодня это настоящий рай для дайверов. За несколько десятилетий списанные старые суда, наполовину лежащие под водой, успели обрасти красивейшими водорослями и обзавестись собственными морскими обитателями, среди которых есть много редких видов тропических рыб. Восхитительное великолепие подводного мира постоянно привлекает сотни любителей дайвинга, поэтому Тангалумское кладбище затонувших кораблей является одной из главных достопримечательств не только острова Моритон, но и всей Австралии. Кладбище кораблей в бухте Труда. Эсминцы, сторожевики, подлодки, десантные корабли, всего 42 объекта в затопленном и полузатопленном состоянии. Главная достопримечательность острова Русского на снимках из космоса. Большинство из них – списанные корабли Тихоокеанского флота. Многие дожидаются своей участи с середины 1970-х годов, и уже утратили всякую надежду на утилизацию в нормальных условиях. В наши дни бухта Труда стала популярным местом для катаний на сапсерфинге благодаря своим великолепным и пугающим видам на лежащие под водой ржавые хребты кораблей. Призрачные останки яхты Морсэм Финн, Бесконечное море. Бразильская исследовательская яхта, затертая льдами и затонувшая на глубине около 10 метров в заливе Максвелла в Антарктиде. Яхта Морсэм Финн, бразильская яхта, которая 7 апреля 2012 года потерпела крушение и впоследствии замерзла во льду у мыса Максвелл в бухте Ардли, Антарктида, примерно в 1200 километрах к югу от оконечности Южной Америки. На яхте, принадлежащей знаменитому бразильскому журналисту и предпринимателю Жан-Ларе Мескит, работали 4 человека, которые снимали документальный фильм об Антарктике. По словам одного из членов экипажа, лодка перевернулась из-за сильного ветра, превышавшего 100 км в час, ветер швырял лодку из стороны в сторону. Сигнал о помощи, который передала команда по рации, был принят чилийским флотом на базе в Баии-Филдес, Антарктида. Все 4 исследователя были спасены, однако яхту Морсэм Финн спасти не удалось. Затем замерзшая вода почти расколола корпус, отправив Морсэм Финн на дно залива. Последний парад крейсера «Принц Ойген».
Участник ядерных испытаний на Бикини, он нашел свой последний приют на рифах атолла Кваджалин, в 10 тысячах миль от своей исторической родины. После капитуляции Германии крейсер был захвачен американцами, которые использовали «Ойген» в качестве мишени. Корабль устоял перед ядерным огнем и был отбуксирован на близлежащий Кваджалин в ожидании нового цикла взрывов. Последующие полгода крейсер медленно, отсек за отсеком, заполнялся водой и кренился на левый бок. В последний момент его попытались спасти, но не дойдя до берега, «Ойген» опрокинулся и затонул на мелководье, где и остается по сей день с бесстыже задранными винтами над водой. Живописные останки шхуны Свипстейкс. Судно было построено в 1974 году. Построили его для круизов в полярных широтах. Изначально корпус корабля делался таким образом, чтобы судно легко могло справляться с полярными льдами. 30 апреля 2000 года судно попало на риф, который не был обозначен на карте, и получило повреждения, несовместимые с жизнью. Капитан корабля, чтобы предотвратить гибель людей и не дать судну затонуть, решил посадить его на мель. World Discover в дальнейшем был разграблен авантюристами. В данный момент судно – популярнейшее место для почитателей морского романтизма. Крейсер «Мурманск», налетевший на скалы Хаммерфеста. Самый героический представитель всей коллекции погибших кораблей. Бывший флагман Северного флота, Кор «Мурманск» прослужил 36 лет, оставив за кормой свыше 240 тысяч морских миль. В 1989 году старый крейсер был исключен из действующего состава флота и выведен в отстой, спустя 3 года продан на металл. В декабре 1994 года, во время буксировки в Индию, старый воин сорвался с буксирных тросов. Смерть на смердящем пляже Аланга показалась недостойной флагману. Словно самурай, выбравший сэппуку, крейсер предпочел пасть грудью на острые скалы. Он провел у побережья Норвегии долгие 15 лет, превратившись в местный аттракцион для желающих поглазеть на советский боевой корабль. Однако, опасения норвежских экологов взяли вверх. В 2010 году начались работы по разделке Мурманска в импровизированной осушенной лагуне. К настоящему времени от него уже не осталось следов. Суперавианосец «Юта». Поблизости от Аризоны, на дне Жемчужной бухты, покоится другой примечательный объект. Затонувший корабль-мишень, списанный линкор «Юта». Гладкий деревянный настил на месте демонтированных башен ГК был принят японскими летчиками за палубу авианесущего корабля. Самураи выместили на мишени всю свою злобу вместо того, чтобы лететь бомбить нефтяную базу, доки и другие стратегические объекты Перл-Харбора. Летучий голландец из Гития. Корабль этот, видимо, мечтал о море еще долго после того, как его покинул последний матрос. Он скучал в порту Гития, в Греции, и вдруг, к счастью, во время сильного шторма, его вынесло в открытое море. Судно удалось остановить, но временный якорь не выдержал, и оно вновь начало носиться по волнам, пока не село на мель. Порезвившись напоследок, летучий голландец теперь мирно покоится на мелководье, неподалеку от Греции.